Нам выпала сегодня честь представлять одну из далеких стран. Пусть они не обидятся на нашу музыку, но мы представим ее здесь для вас. В древние времена цивилизация была, правил в той стране могучий фараон, завоевал страну одна за другой, пленников рабами называл он, но в стране его восставал народ большой. Ихний бог собрался их вести домой и призвал их за собой. Фараон увидал, что народ из вида пропал. Войско огромное за ним послал, чтоб народ в рабство снова попал. Бог могущею рукою воды разделил и народу своему другой берег определил. Войско фараонова быстро приближалось, и до встречи мало времени оставалось. Тут народ запаниковал и быстрее на другой берег шаг свой ускорял. Берег приближался, фараону малый путь остался, чтоб рабов пленить. И что с этого получилось, войско фараонова пришлось Богу потопить. И мы сейчас покажем маленькую сценку. Да, перед сценкой мы решили сделать такое, как бы, ваше участие. Левая сторона показывает шум моря, если так вот делаем. Знаете, как шум моря делается? Можно еще прибавить пальцы. А правая сторона будет кричать «Ура!». Ура, победа, счастье, праздник. Вы будете веселиться от души. А вы покажете шум моря. В далекой стране, где были великие... А еще здесь, еще рано, еще... Я скажу, так. Когда я скажу левый берег, вы делаете шум моря, когда я говорю правый, вы радуетесь. В далекой стране, где был Свинск и великие пирамиды, жил еврейский народ. И по определенному ситуации еврейский народ Бог освободил из Египта. Пошел. Море! Радость, правый берег. Мы не рабы! Рабы не мы! Догоняй, держи их! Держи их! Держи их, говорю! Держи их! Давайте, шум моря! В этом великом Божьем чуде. Слава Богу. Сегодня мы представляем одну из стран, это Египет. Это древняя страна. Мы знаем, что сценку, которую мы пытались показать, где-то за 1500 лет до Рождества Христова народ израильский, Бог мужской и сильный, выводил в землю обетованную. И это действительно для народа был праздник, потому что мы видели, как ликовал народ. Они от радости восклицали: свобода, мы не рабы, идем в землю обетованную, Бог нас ведет домой. И вы представляете, радости не было конца. Но мы видим также в этой сцене, что фараон, жестокий фараон, погнал войско, чтобы уничтожить всех израильтян, и Бог защитил их и показал свою милость и могущество. Сегодня мы живем в 21 веке, и сегодня Египет уже не такой, как был до 1500 лет до Рождества Христова. Современное население Египта главным образом состоит из двух народов – коренных египтян и арабов. Египтяне, традиционно именуемые коптами от арабского слова «купт», египтяне, составляют на сегодняшний день, по разным данным, от 5% и до 20% по другим источникам. Население Египта исповедует исключительно христианство, в то время как арабы исповедуют ислам. Христианство в Египте начало распространяться в первом веке. Основателем христианской церкви в стране считается апостол Марк.
в 395 году по 400 год христианство стало государственной религией страны. В 451 году была сформирована национальная египетская церковь. Христианство в Египте. Христианство в Египте является религией меньшинством. Численность христиан в Египте на 2010 год составляет около 5,3% населения. Это приблизительно 4,3 миллиона человек. По другим источникам в Египте их от 10 до 20%. Абсолютное большинство христиан в Египте принадлежит к коптской православной церкви. С момента захватывания арабами Египта в VII веке до наших дней число арабов в Египте становилось все больше и больше, а число самих египтян уменьшалось. В XIV веке численность арабов в Египте уже была сравнима с численностью коренных жителей. К XIX веку население Египта уже составляло 60%, состояло из арабов и арабов-мусульман, и только на 40% из них египтян-христиан. К концу XX века число арабов в Египте достигло уже 80%, а число коптов сократилось на 20%. На сегодняшний день коренные египтяне составляют лишь 15% населения Египта против 85% арабов. Мы также видим, что история говорит нам и факты о том, что Египет имеет культурную, наследственную, такую культурную, археологическую ценность. Мы знаем сегодня, если сказать Египет, что возникает в моем сердце и воображении? Пирамиды, фараоны. Но это тогда. Сегодня это действительно развитая страна в разных экономических направлениях. И поэтому флаг Египта это красная, белая, черная полоса и в середине орел. Это их национальный флаг. Аминь. Аминь.